В данной лекции, опять же, по моей системе спасения и гармоничного развития, я показываю управление, которое происходит, если начинать его от уровня возле поверхности кожи, более конкретным. При этом модель человека рассматривается как оптическая система, которая работает следующим образом, что свет, входящий на 95% входит внутрь, и человек внутри выглядит в виде системы взаимоотраженных оптических сигналов, и кожа, поверхность кожи внутри, она зеркальная. Тогда получается, что за счет многократных отражений мы получаем в итоге, что максимальное количество пересечений по событийному ряду, по взаимовлияющему ряду в оптической системе – это органы человека. Так вот, когда свет на 5%, например, выходит, 95% оставаясь внутри, то мы можем получить управление из приповерхностного слоя, то есть находящегося возле кожи человека, по принципу такому, как это делает Создатель. Создатель из любой точки создает всю реальность. Следовательно, приповерхностный слой участвует как в создании внутренних систем, например, органов человека, так и в создании внешних систем, то есть, например, внешней реальности. Следовательно, задача на самом деле очень простая. В точке концентрации внимания, например, в приповерхностном слое, выделить два вектора, то есть вектор, идущий в кожу и входящий в организм, как бы внешняя среда, и вектор, который работает как отраженная волна от жесткой фиксированной точки возле поверхности кожи. Почему я взял именно не на коже, а возле поверхности, например, в миллиметре или в сантиметре даже, а для того, чтобы создать переходную область как между элементом возможной внешней реальности со стороны от тела, так и к коже. То есть точка находится в большей равновесной фазе. Если бы она лежала на коже, она бы принадлежала одной бы системе, например, человеку. В связи с этим принцип еще один – создавать устойчивые области за счет создания промежуточных областей. Так вот, Создатель, он так и делает реальность, что создает любую промежуточную реальность как систему одновременно центральную по своим свойствам. То есть, например, мы можем в принципе рассмотреть какой-либо физический процесс внешней реальности и поставить, например, так задачу, что какие должны быть законы в вакууме, чтобы была, например, сила тяжести на Земле, да? Или же в воде, чтобы получить силу тяжести, например, в другой галактике. При такой постановке задачи мы описываем процесс центральный, например, силу тяжести, за счет промежуточных областей. То есть промежуточная область должна в себе содержать технологию всей внешней или описательной области, или автономной области, которую выделяет, предположим, Создатель. Из этого принципа мы видим принцип дискретной распаковки сознания. То есть, как только мы так ставим задачу, и из одной точки найти двувекторную природу, то мы получаем сразу же управление как в бесконечной области от кожи, так и внутри, то, что под кожей, потому что кожа – это присущая реальность, которая находится возле этой точки. А в качестве самостоятельной работы найдите переход от точки к коже с точки зрения внутренних органов, оптики внутренних систем. И здесь часть лекции как раз я не определяю как законченную. Постарайтесь самостоятельно закончить эту лекцию в плане управления идущего от этой точки во внешнюю среду и во внутреннюю среду. То есть, как распаковывается сознание, при какой технологии доступа, вектора доступа к этой точке, чтобы управление одновременно совершалось как внутри, так и извне. В качестве самостоятельной такой работы и фактически некой системы подобной, я могу сказать, что здесь получается реальное управление при любом векторе доступа в эту точку, но когда вы находите внутри этой точки одновременно состояние и духа, и души, и физической материи, и области событий, то вы видите, как эту точку строит Создатель. То есть старайтесь примерно из этой области максимальной концентрации информации подходить. А данную лекцию я специально делаю открытой, то есть вы должны самостоятельно ее закончить. И к следующему разу
я еще дам 5 телепатических лекций каждый день, вы будете ее представлять каждый по-своему. Или, может быть, обобщенно, как захотите. То есть это вот такая лекция, что каждый строит свое управление, исходя из начала фактически лекции, которая, в принципе, включает, на самом деле, всю лекцию и даже конец, смотря как на нее посмотреть. Но все равно у каждого в силу построения лекционного материала будет что-то отличаться, а что-то будет, например, однотипно, так же, как у других.